Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Конечно, вам повезло, если у вас есть своя квартира, то есть вы ее купили или, может быть, кто-то вам ее подарил, тогда вам не нужно искать квартиру, разговаривать с хозяином квартиры, с риэлтором и решать бытовые вопросы. Но все же большинство снимает квартиру, и поэтому об этом мы хотим поговорить в этом выпуске. Да. Я хотела бы рассказать немного о том, как мы ищем квартиру в России. Потому что в России есть такие сайты, как Авито или Циан, на котором люди могут найти себе квартиру, договориться о встрече с риэлтором или с собственником квартиры. А еще сейчас очень популярны небольшие группы ВКонтакте или каналы в Телеграме, где собственники, то есть владельцы квартир, отправляют свои предложения, и люди там могут найти себе квартиру. Это более популярно, потому что это более интимно, приватно, то есть нет такого большого количества людей, иногда сумасшедших людей, и у собственников есть больше гарантий, что Да. придет адекватный арендатор. Мгм. Да, но ситуация в разных городах отличается, и, например, где-то предпочитают Циан, где-то предпочитают Авито, где-то предпочитают какие-то телеграм-каналы или группы, может быть. И также отличается то, насколько быстро вы можете найти квартиру и найти людей, которые будут жить в вашей квартире. Потому что в маленьких городах объявления на том же Циане могут висеть неделями. Да, то есть они могут быть актуальными неделями. Но в Москве они актуальны пару часов, так как очень много желающих. Перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что у нас есть замечательный, самый лучший в мире разговорный клуб. Вы можете присоединиться, выбрать время, которое вам подходит, и в небольшой компании единомышленников и меня обсуждать темы выпусков подкаста, а также фильмы, например, или, может быть, в будущем мы будем обсуждать книги, я не знаю. В общем, если вы хотите побороть языковой барьер, найти друзей и больше русского в вашей жизни, тогда присоединяйтесь. Все детали в описании. Какие вообще бывают квартиры? Есть однокомнатные, есть двухкомнатные, трехкомнатные и так далее. Но в России очень популярно снимать студии. Ну, популярно, потому что они дешевле. Мне нравится, как квартиры отражают менталитет страны или мышление. И в России, как ты сказала, очень много студий, потому что они дешевле, и это идеальный вариант для молодых людей, куда можно переехать от родителей и начать свою самостоятельную жизнь. Также, когда я была в Турции, я заметила, что там всегда большая гостиная, в которой стоит диван, иногда даже 2 дивана и много кресел, потому что они очень любят принимать гостей, и очень часто в выходные, например, вся семья где-то у бабушки или у тети или у мамы дома. И здесь, в испанских домах, очень любят балконы и веранды, но обязательно прячут их от жаркого испанского солнца. И есть ли какая-то особенность у квартир в Албании? Да, у нас в Албании... у нас в Албании... Да, здесь тоже есть, кстати, такая фишка с большими диванами, потому что тоже Мгм. семьи большие, и когда приходят в гости, то, конечно, хотят вместе посидеть, пообщаться на диване в гостиной.
Но еще, почему я сказала про студии в России, просто я заметила, что в Албании, когда ищешь квартиру, очень сложно найти маленькую квартиру. Студий почти нет, а даже однокомнатная или двухкомнатная квартира будут большой площади, то есть будет много квадратных метров. Потому что в России, например, я думаю, хорошая квартира это 50 квадратных метров. Да. А здесь это минимум, который ты можешь найти. Ну, почти, конечно. Есть Да, ну исключения. для тебя это приятный бонус, представляешь? Ты приезжаешь, и ты видишь, что ты можешь выбирать из просторных квартир. А представляешь, наоборот, когда ты переезжаешь в Россию, например, и все квартиры маленькие, там может быть 18 квадратных метров, например, да, я думаю, что для них это будет просто как гардероб или коридор. Ну вот я снимала, когда закончила университет, в Санкт-Петербурге снимала студию. Было 23 квадратных метра, но это включая балкон. То есть, по сути, еще меньше квартира, где можно жить. И сейчас я не согласна возвращаться в студию. Я хочу квартиру побольше. Итак, мы можем сказать, что в России, например, стоимость квартиры зависит от размера квартиры, от квадратных метров. От чего еще? Я думаю, что точно зависит от расположения квартиры, ну и дома, потому что квартира в самом центре, конечно, будет стоить дороже, потому что все достопримечательности рядом, разные красивые места тебя окружают, конечно, это стоит дорого. А также квартира может быть в спальном районе, что тоже популярно, потому что там все обустроено, все комфортно для семей. Есть школа, есть детский садик, есть магазины, в общем, идеально для жизни. Ну и, конечно, квартиры подешевле будут на окраине города, на окраине, то есть где-то при выезде из города, на последних станциях метро. И вот там я как раз снимала свою студию. Но кто этого не делал? Все когда-то были студентами или только что, или выпускниками университета. Да, Да. было бы здорово, если бы все могли себе позволить сразу прекрасную большую квартиру в центре Санкт-Петербурга, но нужно пройти путь для этого. Хорошо, я хочу добавить, что также стоимость квартиры может зависеть от ремонта. Например, если в квартире дизайнерский красивый ремонт, но квартира находится далеко от центра, все равно стоимость может быть достаточно высокой. И наоборот, например, когда квартира в центре, но в ней бабушкин ремонт, но тогда она может стоить немного дешевле. И как ты объяснишь, что значит бабушкин ремонт? Бабушкин ремонт это старый ремонт. Он выглядит так, будто ему уже 70 лет. Там могут быть плохие старые обои на стенах, может быть старая мебель, вот этот сервант, какие-то элементы прошлого века. И в целом жить и даже смотреть на такой ремонт обычно некомфортно. Бабушки с тобой бы не согласились. Поэтому этот ремонт называется бабушкиным, потому что он нравится бабушкам, и даже, например, есть некоторые бабушки, у которых были деньги на то, чтобы сделать современный ремонт, но они все равно оставляли свой старый привычный ремонт, который кажется им симпатичным, но имеют право. И есть еще один вариант ремонта, это евроремонт. И это слово появилось в 90-х, когда в России и в некоторых других странах бывшего Советского Союза появились материалы, какие-то новые, также новые идеи и новая мебель. И если раньше у всех были типичные дома, типичная планировка, типичная абсолютно мебель, то в 90-х
уже все начали использовать фантазию и делать в своей квартире что-то новое. Но опять же, это делали те, у кого на тот момент были деньги, потому что 90-е — это не самый простой период нашей истории. Да, согласна. И еще один интересный факт про квартиры, даже можно сказать комнаты в России, это такой феномен, как коммунальные квартиры. Я думаю, что многие знают, что после революции в России большие богатые дома забрали у собственников, разделили на несколько комнат и поселили там разные семьи. И до сих пор в Санкт-Петербурге, в центре, можно жить в такой коммунальной квартире, но, как правило, там тоже ремонт очень старый, уж точно бабушкин, и в целом в жизни, когда ты делишь с кем-то общую ванную или общую кухню, это подходит не всем. Поэтому, конечно, такой вид съема жилья уже уходит в прошлое, но есть люди, которые находят в этом определенную романтику, свой шарм, и часто такие квартиры снимают студенты. Кстати, на Ютубе много видеообзоров таких коммуналок, поэтому, если вам интересно, конечно, вы можете загуглить и посмотреть. Кстати, ты сказала коммунальная квартира, да, или коротко мы называем ее коммуналка. Также мы называем коммуналкой услуги, такие как вода, электричество, газ, отопление. Да, например, нужно заплатить за коммуналку, то есть нужно заплатить за эти услуги. Есть еще одна такая спорная тема, которую люди часто обсуждают, это комиссия риэлтору. Потому что, как правило, в России за услуги риэлтора платит арендатор, то есть тот, кто снимает квартиру. И в чем суть вопроса? А в том, что обычно риэлтор ничего не делает. Он просто приходит на встречу собственника и арендатора, показывает им договор, они подписывают, и все. За это ты должен заплатить или 50% от суммы квартиры, или 100%, то есть всю сумму за месяц. Ну, для многих это дико, для меня тоже. Для меня 100% это дико, потому что я понимаю, за что платить риэлтору, если я сидела на диване, смотрела сериалы, а риэлтор скроллил бесконечно Авито, созванивался, узнавал, когда можно приехать, и я приехала, и все детали были на нем. Но когда все это делала я, и я просто приезжаю, и я вижу его впервые, и он мне дает договор, который он распечатал по первой ссылке в Гугле. Но это дико, я согласна с этим словом, это странно, но еще что тоже дико, что один раз я узнала, что мы заплатили 100% комиссию за квартиру, и потом риэлтор взял еще 100% с арендодателя. Неплохая работа. Если вы риэлтор и смотрите и слушаете наш подкаст, расскажите, может быть, мы чего-то не знаем, может быть, вы делаете что-то еще. Расскажите, как стать риэлтором. Да, может быть, мы подумаем о смене профессии. Да, очень привлекательно звучит. Вообще интересно сравнить, как происходит процесс съема квартиры в Европе, ну, так как мы живем в Европе, и в России. Вот я, например, заметила, что в России чуть проще с этим делом, потому что не нужно писать какое-то мотивационное сопроводительное письмо, где ты рассказываешь, какой ты хороший, какой ты надежный, и потом собственник выбирает из многих анкет, кому он хочет сдавать квартиру. В России не так. Ты звонишь, вы встречаетесь, все всем понравилось, вы подписываете договор и все. А у тебя какой опыт?
Ну, я только хотела добавить, что в России это чисто визуально, какое впечатление ты произвел на человека, да, то есть ты приезжаешь, он так вот смотрит на тебя, может иногда спросить, где ты работаешь, но никогда не спрашивает какие-то документы подтверждающие, да, и мой опыт достаточно позитивный, потому что я снимала квартиру, ну, мы снимали квартиру в Турции, в Армении и, конечно, здесь, в Испании. В Турции это достаточно легко, если вы знаете язык. Упс. Да, но это понятное дело, что все будет на турецком, и очень сложно анализировать договор, потому что он другой, на другом языке, но в целом плюс-минус так же, как в России. В Армении тоже, там все на русском, и это был большой-большой бонус, но именно мы были в Ереване, и там очень маленький выбор, поэтому ты даже не будешь ходить и смотреть, ты просто соглашаешься на то, что есть. И в Испании сложнее всего, я думаю, потому что здесь требуют документы, подтверждающие, где ты работаешь, на кого ты работаешь и сколько денег ты получаешь. И, казалось бы, это не так сложно, но приветствуется, когда это какая-то испанская компания, чтобы им было понятно. Да, чего у меня, конечно же, не было. И также мне понравилось, что здесь, ну не так же понравилось, а также еще здесь квартиры идут с мебелью. И это было очень хорошо, потому что когда ты переезжаешь из страны в страну, конечно, ты не везешь с собой всю мебель. Но я знаю, что в некоторых странах Европы у тебя нет мебели в новой квартире, которую ты снимаешь, и у тебя даже нет кухни. И я могу понять, что, например, каждый покупает под себя кровать, да, на которой он хочет спать. Каждый покупает под себя телевизор. Окей, ладно. Но кухня, мне кажется, это база. Да, просто ты должен въехать, и ты должен хотя бы приготовить себе еду. Да. Но, может быть, просто я еще не поняла, насколько это удобно и хорошо. Но не знаю. Нет, я сомневаюсь, что проблема в нашем непонимании. Я думаю, что это абсолютный бред. Извините, если вы считаете по-другому. Но просто, когда я узнала, что такое бывает, я была в шоке. Ты приехал из другой страны, ты собирал эти документы, чтобы снять квартиру, ты приезжаешь, у тебя нет кухни, у тебя негде спать, но это так сложно, ты в такой потерянности будешь находиться, это какой-то лишний стресс. Я не понимаю. Да, но просто, например, заказать ту же кухню — это долго. Ты не можешь просто поехать в магазин, купить и поставить и пользоваться. Да, поэтому это кажется странным. Но если у кого-то другое мнение, всегда открыты комментарии, расскажите нам, почему вам нравится вариант, когда квартира пустая. Мы тоже почитаем. Вряд ли мы согласимся, но мы почитаем. Итак, какой вопрос недели? Вопрос недели. Легко ли снять квартиру в вашей стране? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте доступ к закрытому чату в Телеграме, скрипт каждого эпизода, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока.